Всем привет! Это канал JustDub, канал про аниме с топами, обзорами и анонсами. И сейчас все отличия фильма от аниме обещаны Neverland. У микрофона Виск, текст отметка, монтаж Демнисв. Не забудь подписаться на нас, если тебе понравится видео. Сегодня мы поговорим на непростую тему – фильмы по аниме. Для начала давайте обсудим вообще такое явление. Возможно, вы слышали, что подобные адаптации существуют, причем не только в Японии. Дисней, например, уже который год снимает ремейки на свои старые мультипликационные произведения. С аниме такое зачастую происходит, если оно достаточно популярное. Так вышли фильмы по аниме «Иная» и «Атака Титанов». Кстати, если хотите разбор этих фильмов и сравнения с аниме, то обязательно дайте знать в комментариях. Обещанный Neverland не стал исключением. Мир полюбился многим зрителям, так что съемки фильма стартовали почти сразу после окончания показа аниме. Главной проблемой таких адаптаций, конечно же, является экранное время. То, что аниме может показывать на протяжении 12 серий, а это на секунду 4 часа, не считая опенинги, фильму нужно уложить максимум в 2 часа. Конечно, в некоторых аниме можно выбросить несколько сюжетных линий или всеми любимый пляжный эпизод. Однако обещанный Neverland не такой. Каждая серия насыщена событиями и лором, без которого не обойтись, поэтому давайте посмотрим, что режиссерам удалось сделать. Первая — открывающая сцена. Открывающая сцена в аниме — это разговор главных героев о том, почему им нельзя выходить за пределы. В фильме же это мать Изабелла, баюкающая маленькую Эмму. Вдобавок ко всему, первая часть фильма сопровождается внутренним монологом главной героини, которая рассказывает про приют и жизнь в нем, вводя нас в курс дела. Очевидно, это было сделано для ускорения сюжета, однако вторая часть фильма идет без внутреннего голоса Эммы, что немного вредит целостному восприятию картины. Второе — ракурс. Если вы смотрели аниме, то я думаю, вы однозначно понимаете, о чем я. Ракурсы, которые были в аниме, всегда заставали врасплох, подчеркивали эмоции или состояние персонажей, идеально работали на атмосферу. К сожалению, при переносе в фильме все ракурсы были довольно стандартными, дальше мы уже будем идти четко по сюжету. Третье. Догадки. В начале сюжета все довольно четко совпадает с оригиналом, но опять же для ускорения сюжета главные герои догадываются до многих вещей сразу же, хотя в аниме для каждой задачи было отведено немного времени. Так, поняв, что мама следит за ними, а значит в них где-то есть датчики, дети в ту же секунду додумываются, что датчик в ухе. Хотя в аниме для этого потребовались дополнительные минуты на то, чтобы обследовать доставленных в приют младенцев. А размышления, как идет выбор, кого из детей сейчас отдать демонам, сразу понимают, что это из-за формирования мозга. Хотя в оригинале дети могли находиться в приюте только до 12 лет, в фильме, очевидно, из-за актерского состава этот возраст подняли до 16. Четвертое. Взрослые. Актрисы на ролях матери Изабеллы и сестры Куроны прекрасно справились со своими ролями, особенно сестра. Несмотря на то, что их сюжетные линии очень сильно урезали, они практически ничего не потеряли. Линия Изабеллы мелькает в 2 словах, когда при побеге она выкладывает Эмми, что тоже пыталась сбежать после смерти лучшего друга, но не смогла. У Куроны вырезаны все сцены в личной комнате с куклой, и она сразу рассказывает свои мотивы детям, при этом такой расклад не лишает ее действий смысла. Так что тут фильм совсем ничего не потерял. Пятое. Линия Дона и Гильды. В оригинале Эмма решает, что нужно посвятить и других детей в то, что происходит. Однако, чтобы никого не травмировать, троица главных героев решает утаить, что детей убивают для будущего поедания. И врут, что детей из приюта отдают просто плохим людям. После этого у Дона и Гильды есть отдельная линия, где они понимают, что на самом деле происходит. В фильме же, чтобы не тратить лишнее время, старшие ребята сразу говорят, что детей отдают демонам, что экономит время и при этом очень грамотно сделано, ставим режиссерам плюсик. Шестое. Норман. Все мы помним, что в первом сезоне, после того как Нормана забирают из приюта, о его судьбе ничего не известно. Однако в фильме все обстоит иначе. Есть довольно длинная сцена с Норманом и мужчиной, который подробно объясняет происходящее в мире. Он также раскрывает некоторые детали, которые мы, как зрители аниме, могли узнать только во 2 сезоне. Седьмое. Эмма. Отношения Эммы и Изабеллы в аниме плавно развивались с первой до последней серии.
В фильме, опять же из-за хронометража, пришлось много урезать. Сцена, где Изабелла просит Эмму стать матерью, из-за этого выглядит совершенно иначе. В оригинале все говорило, что таким образом Изабелла пытается спасти хотя бы одного ребенка. В фильме же мать Изабелла просто предлагает стать своей наследницей и очень быстро принимает отказ девушки. Также в фильме у них гораздо более длинный диалог на сцене, где они обсуждают, хотела бы Изабелла, чтобы дети сбежали или нет. И также матери рассказывает о своей неудачной попытке побега. 8. Рэй. Рэй, который был немаловажной фигурой в аниме, теряет некоторые свои особенности в фильме. Например, он не узнает, что Изабелла его настоящая мать, хотя все помнит. Он также не требует с Нормана обещания обмануть Эмму, чтобы сбежать могли только они трое. Самое же важное, что при получении фотоаппарата, который нужен из-за деталей, Рэй фотографирует всех детей в приюте вместе, а не только Эмму и Нормана, как в аниме. Это важная деталь, поскольку Рэй изначально был персонажем, который хотел сохранить только тех людей, которые ему дороги, а это именно Норман и Эмма. 10. Счастлива ли мама? В фильме, так же как и в аниме, Изабелла напевает песенку, когда отводит детей для передачи демонам. В аниме, когда Норман спрашивает о том, счастлива ли мама, у Изабеллы начинает дрожать рука, и она ничего не отвечает. Однако в фильме диалог переделали, и в нем Изабелла четко отвечает, что да, она счастлива. Вот и все. Если вам нравятся такого рода ролики, обязательно дайте нам знать, и мы разберем и другие фильмы по аниме. Не забудьте поставить лайк, и до следующей субботы. Всем пока!